Представители знака зодиака Лев, львы и львицы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все равно какие-то подсказки вы для себя получите. Итак, неделя для вашего знака зодиака. Что важно знать? Первая карта. Или то, чем вам придется заниматься на этой неделе, как видят карты Таро. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Чего вы не замечаете? Дела, работа, бизнес. Энергия денег и личная жизнь, мои дорогие. Что для вас? Давайте узнаем. Король мечей. Какие-то согласования или вам придется отправиться в высокие инстанции, к чиновникам. У кого-то время как раз так вот по июню. У кого-то подача декларации, проплата налогов, согласование важное. У кого-то нужно пойти к врачу, потому что что-то беспокоит, пройти, может быть, обследование. Врачи тоже проходят. Для кого-то из вас это как люди, работающие с металлом, есть такое значение. Вы можете что-то улучшать дома. Или, мои дорогие, вы будете что-то изучать. По этой карте мы избавляемся от ментального мусора. И это карта рационализма. И кто-то из вас будет продумывать какую-то свою новую стратегию, тактику. Кроме всего прочего, может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, может быть, приезд человека к вам, или ваши контакты, ну, какие-то общие планы. Но, опять же, если уж выпадает эта карта, будьте внимательны по части законов. Если вы собираетесь чем-то заниматься, у вас не должно быть противоречия с законом. Это тот период для нас, как раз начало июня, когда мы должны быть предельно внимательны к тому, на что мы соглашаемся, чтобы в последующем не было в наш адрес буквально обвинений. Или, если вам нужно с кем-то договариваться, вам придется держать марку. По этой карте мы, так знаете, холодным умом рассматриваем разные житейские ситуации и не позволяем себе соскользнуть в эмоции. Может быть и такой момент. Вам придется действительно, ну, где-то так охлаждать свой пыл. Давайте посмотрим в неожиданностях. Здесь могут быть предложения. Какая-то ситуация для вас проясняется по работе. Все-таки пентакли. Я называю эту карту марафонский забег. Когда мы для себя выбрали четко ориентир. И мы намерены развиваться в этом направлении. Изучать что-то. Держать руку на пульсе. И карта говорит о том забеге, который лет на 10-20. То есть мы продуманно что-то делаем, по ходу чему-то учимся или получаем какие-то дополнительные знания, становимся профессионалами в этой области. Пусть это будет для кого-то, как, допустим, ваши планы поменять работу или новые источники дохода. Но есть то, что потребует от нас максимального внимания к деталям. По этой карте никогда не бывает мелочей. Для того, чтобы увидеть как раз какие-то подвохи. Может быть, для вас это обстановка где-то вокруг, когда вы не можете себе навредить. Но, в принципе, это не карта неожиданностей. Как раз карта размеренного образа жизни, когда вы что-то изучаете, самосовершенствуетесь или совершенствуете себя в том деле, которое выбрали. Может быть, это касается работы, но, в принципе, спокойный темп жизни. Причем на длительную такую дистанцию. Чему сейчас не время? Вот вы знаете, не время ставить что-либо под сомнение. Если вот как по карте рыцарь Пентаклей, вы с чем-то определились, не переигрывайте заново 1000 раз. Или никому ничего не доказывать. Или не время рисковать собой, мои дорогие. Вот это тоже момент. Может быть, если видите какая-то, к примеру, предложение, сделка мутная, лучше от этого уйти. У нас девочка показана, которая проходит паш мечей над пропастью на цыпочках
по жердочке тоненькой. Она заручилась знаниями, буквально читает. И, может быть, для вас, кого-то из вас, будет такое предложение, будет выглядеть заманчиво, мои дорогие. А нам говорят, а ты просчитай это дело с законом. И планетарно тут не стоит собой рисковать, это уже даже не по картам. Когда вот период первой недели, первых дней, даже июня, здесь себя не поставить под удар, в принципе, очень важно. Конфигурации такие, транзиты. Почитайте мою статью на июнь месяц, именно с гороскопом планетарным. И вы убедитесь, что тут действительно не время для того, чтобы создать себе зону риска. И этому не время, говорит карта. Пока ты что-то не прояснил, не соглашайся. А может быть, как раз вам нужно выйти будет из какой-то ситуации. Вот так вот на цыпочках, над обрывом, по тонкой жердочке. Но сделать это красиво, элегантно, чтобы потом, впоследствии, не разгребать какие-то завалы своих собственных ошибок. Подумайте, тонкий нюанс. Что вам помогает? Конкретно обучение. Вот все то, что надежно, все то, что касается каких-то финансовых стратегий, продуманных, мои дорогие, это вам все помогает. Деньги в рост, новый жизненный этап, новые доходы. И это те знания, которые, знания сила точно, и мы можем приложить на практике и в последующем получить финансовый доход. У кого-то изучение совершенно новых направлений. Или даже банально, вы изучаете иностранный язык, значит, в последующем в своей профессии вы будете еще более востребованным экспертом. Вы будете знать то, чего не знают другие. Вот по этой карте. И у нас показаны трое, которые вот буквально последние какие-то стишки, они светофор заканчивают. И зеленый свет, зеленая вот свободная улица. Какое-то большому кораблю, большое плавание. Карты сулят, это в целом помогает. Ну, вот, правда, у кого-то начнется с языков, а потом кончится языками программирования или какими-то еще заработками, которые тоже вот так вот планомерно, постепенно, с вниманием к деталям для вас, ну, освечивают такое достаточно перспективное будущее по деньгам. Но есть смысл чем-то заниматься, и вы как будто чувствуете, видите вот эти возможности, но в то же время собой не рисковать. Ну, продумайте, как это, что скрыто. А у кого-то смена статуса на пороге. Может быть, через личную жизнь, может быть, предложение. Или это смена статуса через деньги, через должность, через вашу популярность. Это то, что вам по судьбе, мои дорогие, карта Иерофанта. Вот эта лестница, очень отчетливо эта карта показывает. Путь наверх, пока он скрыт. Вы этого не видите. Значит, в какой-то вашей деятельности или в каких-то отношениях. Может быть, вы что-то и завершаете. И тогда должно быть все красиво по закону, помните, по документам, по банковским каким-то документам. Вот тут внимание к деталям. Не должно быть просчета, не должно быть каких-то хвостов. Потому что на пороге практически, еще пока скрыто, но это уже время приближается, ваше время, мои дорогие львы и львицы, когда вот вход на этот пьедестал уже у вас будет совсем открыт. Будьте внимательны. Значит, мы не рискуем своим добрым именем на этой неделе. Мы не подставляем себя под удар. И даже если какая-то обстановка скользко, мутно, непонятная, то тогда буквально так вот надо будет красиво, элегантно выйти. Может быть, от сложных людей, или от ненадежных людей, или из каких-то щекотливых ситуаций. Это как бы самосохранение. Дела, работа, бизнес. Правда, большому кораблю, большое плавание. Хоть у нас тут и лодка показана пока. Ну, так это лиха беда начала. Шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Это карта мужества. Если есть мужество, хватает его идти вперед, значит, все получится. От вашей настойчивости зависит какой-то ваш проект, мои дорогие. Для кого-то это переезд. Переезд очень далеко. И в связи с этим, как и работа, так и изучение, решение вопросов по документам. Или конкретно на этой неделе, может быть, вам придется для согласования куда-то отправиться. Как я уже говорила, с учетом короля мечей, может быть, получать какие-то документы. У каждого тут свои задумки. Карта нам не говорит, что мы решим этот вопрос, закончим, закроем на этой неделе. Нет, но, видимо, что-то вы завершаете. И одновременно уже настроились на что-то новое, с чем-то вы определились окончательно на этой неделе. Может быть, буквально какие-то источники заработка для вас здесь
ну, становятся более конкретными. Если прежде, приступая к какому-то делу, были предположения, а здесь больше рационализма. Все-таки король мечей – это великий рационализатор. Он как раз, если что-то ошибочно, он от этого откажется. А если что-то перспективно, он будет это продолжать. И по работе, видимо, есть вот эти самые интересные моменты, поэтому как начинание, как возможности. И карта говорит: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но будь внимателен и себя под удар не подставляй. Финансы порадуют. Что-то тут у вас получится. В любом случае, по тузу чаш это могут быть как помощь ближнего, или если вы в паре, вы в семье, деньги вашего партнера, деньги есть в принципе для вас, и что-то вас радует. Поэтому по финансам, как прогресс в плане вашей деятельности или вашей работы, но пока еще, может быть, не такой большой куш, или вам придется еще чему-то уделять внимание. Тут все-таки по нарастающей, как рыцарь Пентаклей, постепенно он едет медленно, но зато надежно. Но и деньги-то все-таки вас радуют, туз чаш. Карта счастья, карта радости, карта внутренней эмоциональной наполненности, поэтому по деньгам тут должен быть порядок. Личная жизнь. Ух ты, и тут что-то меняется, ну у вас... Причем такое по судьбе, карта Иерофант, что скрыто. Тут какие-то перемены у вас только начинаются. Может быть и правда что-то согласовать нужно, и как и в документах, так и, может быть, и по части здоровья с чем-то прояснить. Может быть, планируемый переезд далеко. И здесь как пространство, время, Вселенная вам помогает. По колесу фортуны мы чего-то не можем отложить на потом. И, может быть, приходит на этой неделе какая-то информация, и вам нужно будет поехать, чтобы в определенной местности решить тот или иной вопрос. Как мы говорим, на месте. Разберусь. Буквально и так. Или вы слышите какую-то информацию, и вы как раз начнете собираться в поездку. Нам не говорят это направление, но я могу допустить с учетом разных карт, что это какое-то новое совершенно направление или то, которое вы предполагали, но оставляли про запас или на потом. Вот есть момент, когда все-таки с учетом колеса фортуны это может что-то переиграться, но это и счастливая возможность, которую нельзя упустить. И посмотрите, девушка у нас на цыпочках танцует практически на вращающемся колесе. И она счастлива, она довольна в личной жизни какие-то перемены. Но это старший аркан. И когда старшие арканы – это обстоятельства еще, словно складываясь в одну канву, подводят вас к какому-то итогу. К счастливому итогу, мои дорогие львы и львицы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.